Когда у человека выделяется гастрин, то в этот момент, когда выделяется у человека гастрин, то у него повышается кислотность желудка. Но когда повышается гастрин, увеличивается соляная кислота в верхнем отделе желудка, в это же время начинает увеличиваться дофамин или допамин. Особенно его определенные рецепторы D1 и D2. Так вот, когда человек принимает квитиапин, это препарат, о котором вы говорите, квитерон, который является квитиапином, то он как раз и воздействует на вот эти рецепторы, так как является нейролептиком и веществом, который блокирует как раз выработку дофамина. И является блокатором дофамина. Что такое дофамин? Дофамин — это гормон радости и, с другой стороны, гормон возбуждения. Когда у человека нет сил, то у человека нет дофамина. Когда человек ложится спать, и он не может заснуть, это говорит о перевозбуждении, фактически является о переизбытке дофамина. И, конечно же, когда человек принимает квитерон или квитиапин по-другому, или сироквель, это аналоги этих препаратов, то у него происходит уменьшение количества гастрина, уменьшение количества соляной кислоты и уменьшение количества дофамина. Таким образом, можно сказать, что происходит процесс, который тотально регулируется. Что необходимо делать? Что же происходит с сыном и почему изжога? В этот момент открывается сфинктер Оди, который реагирует на высокую соляную кислоту и закрывается в случае, если верхний отдел имеет соляную кислоту. И открывается в случае, если нет соляной кислоты. И, конечно же, когда происходит выведение дофамина, то сфинктер Оди открывается, происходит процесс релаксации. Что необходимо сделать? Очень несложно это все устранить. Чем? Обычной лимонной кислотой. Берете четверть чайной ложки лимонной кислоты на небольшое количество воды, именно лимонной кислоты, порошкообразной, на четверть стаканчика воды и теплой желательно, и небольшими глотками выпивайте. Это все повысит кислотность верхнего отдела желудка и улучшит общее состояние. Ну и по идее хорошо было бы в это время попринимать антиантацидные препараты. То есть это может быть, пусть назначает врач. Но из моих препаратов рекомендую как раз в это время принимать препарат, который называется бетаиногидрохлорид. 1 таблетка или 2 таблетки или даже 3 таблетки. Также, что необходимо знать? Можно ли каким-либо образом регулировать процессы выделения дофамина? С чем это связано вообще? С чем связан дофамин? Дофамин связан напрямую у нас с повышением кислотности. Повышение кислотности может вызывать выделение дофамина и наоборот. Снижение дофамина может снижать кислотность желудка. Во всех этих случаях хочу сказать, что недостаточность, что влияет, кстати, на увеличение дофамина, какие продукты питания, какое поведение влияет на человека и как человеку избавляться от этого всего. Одной из особенностей выделения огромного количества дофамина является применение или употребление большого количества стимуляторов сжигания жиров. То есть это могут быть любые препараты, которые стимулируют расщепление жиров. То есть это могут быть препараты, алкоголь, крепкий алкоголь. Далее это может быть уменьшение сна, уменьшение режима отдыха, переизбыток информации, перезаучивание информации. Что я рекомендую делать? Для уменьшения дофамина я рекомендую как можно меньше уменьшать свет, уменьшать информацию, которую потребляет человек, соблюдать циркадные ритмы, принимать препараты для улучшения работы печени. Такими препаратами являются препарат тантал, препарат бетулин. Также для уменьшения возбуждения центральной нервной системы препарат серонтал по 1 таблетке 2, 3 или даже 4 раза в день. Для улучшения самих циркадных ритмов препарат, который называется Соник, по 2 таблетки рассасывать за 2-3 часа до сна 2 или даже 3 раза. Все совершенно безопасно. Таким образом сможете в дальнейшем
уменьшить количество употребления кветиапина и улучшить общее состояние.